Всем привет! И это обзор отеля Манта Дангети. Отель Манта Дангети находится на острове Дангети. Дангети — это один из островов на атолле Олив-Дау. Расположение пляжа очень близкое. Там же находится Бикини-Бич, где можно купаться в купальниках, и городской пляж буквально метров 15-20. То есть пару секунд, и вы уже на месте. Здесь есть все для хорошего отдыха. Душевые, туалеты, замечательный океан и даже водные виды спорта. Здесь практически никого нет, и ваш отдых пройдет идеально. Вот так вот выглядит отель с внешней стороны. Тут есть такие вот инсталляции с крылышками, можно фотографироваться для инстаграма. Тут у нас вход в отель. Давай. Сразу же вас встречает ресепшн. Здесь вы регистрируетесь, оплачиваете свой номер. Можно узнать время. Всего в отеле 9 номеров, то есть это мини-отель. 8 номеров находится снизу, это столовая. И один номер наверху. Сейчас я вам покажу его. Тут снизу мини-аквариум с карпами. Поднимаемся наверх. Место, где можно загорать. Лежаки. Дальше один номер на втором этаже. Вот так выглядит вид сверху. Много-много-много цветов. Снизу есть общая душевая. Хочу отметить, что в отеле очень приветливый и доброжелательный персонал, улыбчивый. С отелем управляет одна большая семья. И они очень дорожат своими посетителями и клиентами и стараются сделать так, чтобы отдых был максимально комфортным и все понравилось. Нас встретили на автомобиле, доставили до отеля, хотя остров сам очень маленький, он в длину 900 метров, в ширину 300 метров. То есть остров очень маленький, население острова всего лишь около 1000 человек, но их тут совсем не видно, потому что они все находятся по домам, а остров данный локальный. Здесь проживают местные жители. Дальше. Это ресторан. Тут проходит завтрак, обед и ужин. Если в отеле живут несколько посетителей, то обычно блюда сложены вот в такие вот чаны. Вот так как мы в отеле сейчас одни, то нам обычно накрывают стол и приносят блюда уже к нам на стол. Да, вот за этот столик. Также можно заказать напитки холодные и дополнительное меню. И для любителей есть шиша, кальян. Если кому-то такое вот нравится, удовольствие, то может воспользоваться. Здесь у нас такая чил-зона для отдыха. Обычно, когда встречают гостей, их сажают на эти мягкие диванчики, предлагают холодные освежающие напитки и холодное полотенце со льдом. Здесь очень здорово, можно качаться вот так вот. Вечером можно поиграть в местную игру с ракушками. Всегда персонал отеля находится поблизости, всегда поддержит любую беседу, расскажет о жизни в острове. В общем, чувствуешь себя как дома, реально. Очень уютно. Вот такая вот игра с ракушками. Нам работник отеля показал, как в нее играть. Вы можете так спросить, вам покажут. Такая интересная игра, типа как наши российские нарды. Вот. Персонал отеля разговаривает хорошо на английском языке. Русский язык, к сожалению, не знают. Пойдем. Вот такой вот проход. То есть вот вход в отель. И вот такой проход. Очень много различных цветов. А вот там сколько? Ты посмотри, вон сверху. И вот на нижнем этаже всего лишь 8 номеров. То есть 2 номера с окном. И остальные номера, они полностью застеклены. Сейчас мы покажем вам наш номер, как выглядит. То есть вот всякое много-много зелени. Поверхность пола ракушки. То есть тут можно ходить босиком. Причем везде. Даже в ресторан из вашего номера вы можете дойти совершенно босиком. Ну и, в принципе, передвигаясь по всему острову, можно ходить босиком. На всей территории отеля действует Wi-Fi. Вот так выглядит номер наш. То есть тут есть такие сидухи для отдыха, столик, вход в сам номер. То есть он полностью застеклен. Классные, очень классные панорамные окна. С этой стороны гостям ничего не видно. Но причем, когда ты лежишь на кровати, ты прекрасно видишь весь отель. Заходим в номер. Вот. Это у нас сегодня уборку пока еще не делали, поэтому показываю, как есть. Два стаканчика, чай, кофе, стаканчики для воды. Каждый день приносят новую воду. Телевизор
достаточно новый, кстати. Есть много каналов, но все они, как правило, местные. Кровать двухспальная, на каждого по 2 подушки. Одна ортопедическая, вторая обычная мягкая. Прикроватная тумбочка, много освещений, вентилятор над головой и кондиционер. Кстати, все освещения можно постоянно менять. Они специальным рычажком, то есть ты можешь делать потише свет, наоборот, поярче, очень удобно. Есть чайник, холодильник, ну вот, сами все видите, зеркало, маленький сейф, где можно прятать ваши деньги, 2 полотенца для пляжа и по 2 полотенца на каждого, большое и маленькое. Вот таким образом туалет выглядит. Есть обычный душ с такой вот ручкой, а есть тропический из потолка. Гель для душа, гель для головы. Ну вот, шланг для туалета. Вот, в целом вот номер сам по себе вот такой небольшой, но все необходимое в нем есть. Wi-Fi тут в отеле есть, интернет работает. И вот, причем окна с этой стороны мы все видим, а они так сделаны такой вот пленкой, что с этой стороны все видно, а если с этой стороны смотреть, то здесь кажется, как будто все черное, ничего не видно. В целом про отель. Что понравилось, что не понравилось. В целом отель нам понравился. В принципе, все необходимое есть. Персонал достаточно приветливый. Всегда готовы помочь, поддержать беседу. Если нам что-то нужно или нам что-то не понравилось, они постоянно стараются идти навстречу. Даже когда рядом с нами заселили пару с ребенком, и нам предложили, что если хотите, мы можем вас переселить на верхний этаж подальше от всех. Поэтому в целом мне все понравилось. Настя, что ты скажешь? Согласна с Марком, действительно отель очень хорош, но мне кажется, он хорош в соотношении цена-качество. Потому что действительно даже по сравнению с другими отелями на Донгете мы ходим и смотрим другие отели. Я поняла, что наш самый лучший, самый уютный, зеленый и находится очень близко к Бикини-Бич. А это, в принципе, то, ради чего мы едем на Мальдивы. Это шикарный пляж. Если вы приезжаете на Донгете и планируете здесь провести 3-4 дня, этот отель замечательно подойдет. Если говорить о длительном проживании, то есть дней на 10, 2 недели, уже начинаешь замечать небольшие недостатки. То есть там ящерицы, например, какие-то вот насекомые небольшие. В плане персонала даже немножко навязчивость в каком-то роде. Но при этом в целом впечатление очень хорошее, реально. Мы здесь полностью отдохнули, релакснули как только можно. Очень довольна неделей, проведенной здесь. И реально, если бы у меня была возможность, я бы вернулась сюда снова с удовольствием. Сюда прям хочется возвращаться снова и снова. По стоимость. Стоимость номера на момент съемки 2022 год, лето. В сутки в этом номере стоит примерно $60, $60-70 за двоих. Но это с трехразовым питанием. Что касается еды, то мы брали трехразовое питание. Питание в основном это либо рис, либо паста, либо картошка, либо яйца. То есть в основном это все одно и то же, и просто в разных соусах подается. И на обед дают, как правило, мясо, это рыба в основном. Вот. А так и вода. Вот. За неделю мы пока всего раз встречали курицу. В основном, так, конечно, да, дают это рыбу. одно и то же. Утром это яичница, на обед это рыба плюс рис, на ужин это либо паста, либо рис. Все, это все меню. Если честно, как я поняла, это в целом такое питание на острове. Мы ходим, разумеется, в кафе, мы смотрим, какие там цены и вообще как бы какая еда. В основном еда вся одинаковая. То есть это какие-то сэндвичи, наггетсы, везде постоянно вермишель, постоянно рис, то есть еда везде однотипная. В принципе, они так питаются на острове. Но если вы снова приезжаете на 3-4 дня, погрузиться вот в то, как живут местные, то, что они едят, мне кажется, очень здорово. Реально очень атмосферное место. Люди, которых мы встречаем здесь, говорят то, что на островах-резортах, где находится один отель, может быть, даже интереснее, но лично я и мы с Марком очень любим посещать места и в культуру именно погрузиться место, то есть понять, как живут люди, как они общаются, о чем они думают,
И вот такой вот маленький уютный остров отлично для этого подойдет. Да, в принципе, поддерживаю. Все так. Если есть какие-то вопросы, можете написать их в комментариях. Возможно, мы что-то забыли рассказать. Мы здесь жили неделю, поэтому, в принципе, можем рассказать много чего про этот отель, в принципе, про остров в целом. Поэтому смотрите другие видео на канале. Будет также отдельное видео про остров Дангети и про Мальдивы в целом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Живите в кайф. Видите в кайф, путешествуйте. Пока. Пока. Все ли сказали? Да? По номеру.